Всем привет! В послевоенные годы сельскохозяйственная отрасль в Советском Союзе развивалась огромными темпами. Вместе с ней развивалась и техника, которая обслуживала эту отрасль. Особое внимание со стороны руководства страны было направлено на разработку и производство тракторов, ведь они выполняли огромнейший объем работы, с которым старая техника уже зачастую не справлялась. Поэтому нужно было создавать технику с большей производительностью, что собственно и пытались сделать после выхода с конвейера в 1962 году трактора К-700, который выпускался на Кировском заводе, тогда еще в городе Ленинграде. С выходом этого трактора производительность работ на полях увеличилась в 3 раза. Это был первый советский трактор 5-го тягового класса. Но на этом инженеры решили не останавливаться и приступили к разработке трактора с 8-м тяговым классом. Образец для испытаний был готов к 1978 году. Ему дали название Кировец К-710 Ильич, и он получился по-настоящему гигантом. Инженеры установили на трактор четырехтактный 12-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил. Запуск силового агрегата производился с помощью электростартера. А чтобы двигатель можно было без проблем завести в зимний период, на машину была установлена система предпускового подогрева. Трансмиссия была механическая, 8-ступенчатая, с 2 режимами работы. Электрооборудование рассчитанное на 24 вольта. Кабина трактора К-710 была рассчитана на 2 человек. Также она стала оснащаться системой вентиляции и отопителем для комфортной работы зимой. По своей силе и производительности трактор К-710 вдвое превышал трактор К-700. Но, к большому сожалению, он был не допущен к серийному производству, так как были очень большие затраты на его производство.